Приветствую всех заглянувших на мой канал. Сегодня мы собрались вот по такому интересному поводу. Как и заявлено в превью, это аккумуляторная цепная пила для женщины. Почему для женщины? Потому что мы купили такую, знаете, электрическую, хорошую пилу, но оказалось, что она вот для моих ручек, для женских, немного не приспособлена. Простите за дополнительные шумы. Это мои кошки. Они рады, что я пришла с работы. У них восторг, они скачут. Я не могу им объяснить, что идет запись. Ну да ладно. Я надеюсь, меня хорошо слышно, видно, и они нам не помешают, штатив не собьют. Итак, я объяснила, почему я все-таки решила купить для себя, для женских ручек, вот это вот устройство. И оно очень пригодится там, где, вот понимаете, залезть на дерево, опиливать там сучки. То есть надо будет тогда или самой обычной ножовкой пилить, или тогда уже вот, надеюсь, что вот этой. Потому что той электрической, которая у нас была куплена уже, там, во-первых, сидеть на этом дереве, здесь этот провод от пилы, смотреть, куда одна нога, куда вторая, еще упереться во что-то, еще как-то пилить, опять-таки провод, как я и говорила. И она сама по себе-то, ну, знаете, вот таких приличных размеров, и вес у нее соответствующий. А эта штучка все-таки полегче, поменьше, и провода абсолютно не нужны. И еще один момент, о котором я хотела бы сказать. Дело в том, что здесь в комплекте только один аккумулятор. Есть модели с двумя аккумуляторами. Мы тоже их рассматривали, но нам не понравились отзывы. И нам не понравилось то, что эти аккумуляторы очень плохо держат заряд. Мы надеемся, что вот именно эта пила, качественная, подороже, будет держать заряд лучше. И к тому же у нее аккумулятор, ну, в принципе, как и у многих линеек, фирм, которые создают линейки каких-то инструментов, он взаимозаменяемый. То есть если мы что-то вот из этого видите, какая большая линейка? 75 с лишним каких-то инструментов, приспособлений, устройств. Если мы какое-то приспособление из этого еще купим, то вот отсюда аккумулятор прекрасно подойдет. Вот, ну вы слышали, да, что я сказала про ножовку? Вот все-таки я не удержусь и добавлю еще одно слово. Я когда опиливала старую грушу, сидела на этом дереве и ножовкой и думала, я, наверное, быстрее бы перегрызла эту ветку, чем я бы ее перепилила. Поэтому я надеюсь, что вот эта пила будет мне надежным, верным другом. Мы с ней поладим, все будет хорошо. К сожалению, сейчас за окном дождь. Ну, все-таки конец октября. У нас сегодня целый день дождь, завтра целый день дождь. Поэтому вот сегодня только распаковка. Распаковка, покажу, может быть, вы напишите мне, что-то вы не увидели, а хотели бы увидеть, и я тогда досниму и покажу. Я имею в виду, что испытание, действительно, пиление дерева, древесины разных пород, я отложу. Дождь, спутал все планы дождь. Итак, я иду распаковывать. Надеюсь, вы побудете со мной. Пойдемте. Итак, вот она я с этим обзором, с этой распаковкой. Извините, у меня все по-простому. Располагаюсь на полу, вскрываю эту упаковку, и мы все с вами вместе увидим. Как я и говорила о плюсах вот именно того, что я хотела эту пилу заполучить. И вот она передо мной. Сейчас вместе заглянем. Так, внутри кейс с ручкой, черный, практичный, ну, фирменная надпись. Раскрываем. Что же там внутри? Конечно, сам аккумулятор. Радует, что тут пояснительная информация на русском языке.
Кошке тоже очень любопытно. Без нее не проходит ничего, никакое событие в доме не проходит без нее. Инструкцию я потом прочитаю. Производитель указан Китайская Народная Республика. Ну, куда же мы без Китая? Но, вы знаете, я против Китая, в принципе, не имею ничего. Он разный бывает, этот Китай. Бывают и качественные вещи, и, конечно, не очень. Так, ну, а это зарядное устройство. Здесь ничего мудреного, все как и у многих. Вилка, провод, сама вот эта вот площадка для подсоединения аккумулятора. Здесь все понятно. Я потом тоже это все поизучаю. Ну и, наконец, собственно, сама пила. Подождите, а что же здесь еще лежит? Ага, а это масленка. Вот, производитель позаботился. Довольно вместительная масленка для смазки цепи, потому что этот же агрегат с цепью. Так, и в первую очередь, что я смотрю? Конечно, это пластик. Но пластик качественный. Во-первых, он хорошо выглядит. И, во-вторых, он ни чуточки не воняет. Для меня, вот не знаю, как для кого, для меня это некоторый показатель. Если пластмасса, пластик не пахнет специфическим запахом, значит, это хорошая вещь. Защитная кожух. Снимаю. Вот она, цепь. Указана длина шины 10 сантиметров, но мне почему-то кажется, что чуть побольше. Ну, это хорошо, даже если чуть побольше. То есть вот так вот можно закрыть. И цвет, видите, такой яркий. То есть если это оставить где-то в саду, в огороде, то это нетрудно будет найти. Подсоединяю аккумулятор. Как же его вот так? Ага. Прошу заранее прощения, если кому-то мои действия кажутся смешными, неловкими. Пожалуйста, сделайте скидку на то, что я все-таки женщина. И этот агрегат, я знакомлюсь с ним прямо вот сейчас. Кнопочка какая-то. Я хотела попробовать подсоединить аккумулятор. Заряжен ли он, будет ли работать. И пока у меня ничего не получается. А вот здесь регулируется заряд цепи. Ой, натяжение цепи. Но я туда пока не полезу. И кнопочка не дает мне покоя. А защита руки довольно-таки неплохая. Видите? И не очень тяжело вот для женщины. Около килограмма весит. Можно вполне себе работать. Смотрите, я все поняла. Это стопор. Это всего лишь... Ой, кошка испугалась, убежала, так зажужжала. Это стопор. Вот. Я о чем и говорила. Прошу извинить меня, женщину. Это... А вот так вот уже не работает. А если стопор нажать, а потом включить курок, то как раз жужжит. Да еще как жужжит. Угу. Вот из-за этого я у вас и просила извинения за женскую распаковку. Все. Распаковала, поглядела, разобралась, как подсоединять и отсоединять аккумулятор. Вставляем до щелчка, потом нажимаем и раз, отсоединяем. Все очень просто.
я пока положу это все назад, потому что, как я и говорила, за окном-то дождик. И сейчас я не пойду ничего пробовать. Поэтому уберу сейчас все назад в кейс, буду ждать хорошей погоды, а пока изучать инструкцию, благо она на русском языке. И хотела еще сказать немного о цене. Цена, надо сказать, не маленькая, около 10 тысяч стоит. Ну, по крайней мере, я покупала так. А может быть, цена потом изменится, может быть, поменьше будет, может быть, чуть увеличится. Но, как я и говорила, и всегда так думаю, и многие так думают, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Поэтому я надеюсь, что вот этот вот недешевый инструмент послужит мне верой и правдой не один год, я так надеюсь. И, как я и говорила, производит впечатление добротно сделанного инструмента. И я надеюсь, у нас все сложится. Все ветки будут перепилены или для костра, или даже для шашлыков. А все деревья будут опилены, все дрова будут попилены. И все у нас будет замечательно. У меня еще лозинка растет за домом, которую тоже надо периодически опиливать, поэтому я думаю, что это все мне пригодится. Так, как я и говорила, иду изучать инструкции. Рада, что вы побыли со мной. Буду рада, если вы придете посмотреть и на сами полевые испытания. Это я все убираю пока. Я с вами прощаюсь. С вами была Марина. И вот эта цепная аккумуляторная пила. Я только подставлю еще пару фото с техническим описанием. Под видео оставлю ссылку там, где я покупала в этом магазине. И я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. До свидания.